А что же делать, если часто болят суставы и связки? Друзья, все очень просто. На помощь к вам приходит джог-терапия. И я хочу сегодня поделиться своими знаниями, помочь вам в работе с суставами и со связочками, чтобы они у вас никогда не болели. А если они вас не беспокоят, чтобы вообще никогда они у вас не болели. Будете выполнять такую практику по 5 минут в день, и ваши суставы вам скажут спасибо. Не будут болеть они никогда. Итак, напоминаю, что это суджок-терапия. Вы на канале Жигу Студия. Сегодня я вам хочу показать те самые точки. Спросите вы, что же это за зеленые точечки? Сейчас я вам расскажу за каждую точку. Итак, друзья, первая точка печени. Печень– это наш естественный фильтр, и он по суджок-терапии отвечает за мышцы. И плюс, опять же, фильтр, который фильтрует все токсины. Печень– это единственный внутренний орган, который умеет самовосстанавливаться. Поэтому мы уделяем ему достаточно много времени. Друзья, 2-3 минутки разминаем эту точечку вот такими массажными движениями. Либо же, если у вас нет времени разминать, вы можете поставить зеленым маркером, либо зеленкой здесь на проекции печени такую вот точечку. И она уже будет автоматически работать. Так как зеленый цвет суджок-терапии– это цвет нормализации и гармонизации, друзья. Итак, следующая точка наша– это точка желчного пузыря. Желчный пузырь отвечает за суставы и связки. Обратите внимание, что люди, у которых нет желчного пузыря, очень часто страдают болью в суставах. Поэтому обращаем и на него внимание. Сразу отвечу на вопрос, друзья. У кого нет желчного пузыря, вы также можете работать с этой точкой. Да, возможно, эффект будет не такой быстрый, не такой классный, но все же работайте с этой точкой. Не забывайте про нее, друзья. Также 1,5-2, а то и 3 минутки выделяем на эту точку, хорошенечко ее массируя каждый день. Друзья, следующие точки, которые очень важны, я хочу вам показать их, это ваши колени. Так как я знаю, многих беспокоит это, и у меня очень часто встречаются пациенты, у которых проблемы с коленями. Друзья, они находятся на наших пальцах, на среднем и на безымянном. Как определить, какое где колено? Ваш средний пальчик на той руке, которой вы работаете, к примеру, я работаю на левой руке, а левая рука в суджок-терапии– это мужская рука, а правая– женская. Соответственно, средний палец– это и будет моя левая рука. Поэтому это проекция левого колена. Друзья, обратите внимание, где она находится. Не путайте, так как во многих источниках по-разному пишется. Это официальный источник официальной школы по суджок-терапии именно из Кореи, с первых уст, скажем так. Вот такая вот точечка. Также на нее можно воздействовать 1,5-2, а то и 3 минутки массажными движениями, хорошенько прорабатывая. Также мы работаем с правым коленом. То же самое. Друзья, хочу сразу сказать, вот попробуйте поработать, у кого реально болят колени, поработайте с этими точками, поделитесь своими результатами в комментариях, так как я своим пациентам ставлю сюда иголки, и буквально через минуту им становится легче. Вот прям я прошу обратить на это внимание, потому что очень часто с этим работаю. И у меня люди реально говорят, блин, да вы какой-то волшебник. Это не волшебство, это суджок, друзья. Итак, едем дальше, друзья. Также многих интересуют тазобедренные суставы. Друзья, отметил такими квадратиками зелеными. Опять же, это наша левая ножка, это правая ножка. В целом вы можете работать с тазобедренным суставом, друзья, вокруг всего вот этого вот, видите, наше крайнее такое вокруг кольцо, скажем так, на безымянном пальце и на среднем пальце. Хорошенечко разминая эти зоны, также на них там 1,5-2 до 3 минут вы можете хорошо мять. Если нет возможности у вас разминать, там, мало времени и так далее, вы можете воспользоваться зеленым маркером. Зеленый цвет– это гармонизация, нормализация. Но, друзья, это как дополнительный способ. Либо же просто-напросто прикрепить к точкам зерна, к примеру, гречку, главное, не жареное, не пареное, то есть живое семечко, которое будет воздействовать вам на точку. Замотали пластырем, и вам уже идет воздействие, оно давит на точку. Можно ходить смело до часу. Итак, друзья, показал вам тазобедренные суставы, так как у меня многие спрашивают, как с ними работать. Если у вас в целом болят ножки, вы можете работать с средним и с безымянным пальцем, вот таким вот массажным движением, хорошо прорабатывая эти пальчики. И вы почувствуете вот реально там буквально через 30 секунд тепло в ногах. Друзья, ручки. Наша правая ручка и наша, точнее извиняюсь, левая ручка и правая ручка. То есть потому что это у нас левая нога, соответственно левая рука. Правая нога, правая рука. Итак, друзья, локтевые суставы, они находятся на обратной стороне. Вот точка получается нашего левого локтевого сустава, и это точка правого локтевого сустава. Также можем на нее воздействовать такими массажными движениями, либо хорошо разминая в целом эту косточку. И вы почувствуете эффект, если у вас болят локти. Если у вас болят кисти, вы работаете с фалангами, с верхними фалангами своих пальчиков, указательного и мизинчика. Вот так вот хорошенечко их прорабатывая, друзья.
также суставы, то есть, естественно, плечи, плечевой сустав. Друзья, раз, два, левый сустав плечевой, правый. Также находится, можем работать с плечом как бы с разных сторон. Как у вас крутится в жизни, то же самое. Вот первая точка, вторая точка, третья точка. То есть посерединке, скажем так, передняя часть и задняя часть наша. Поэтому вы можете работать с этими сразу тремя точками. Вот такими массажными движениями, вот таким вот движением можно хорошо прорабатывать. Также у нас на правой руке вот то же самое я показываю. Вот точка. Все как и на той. Вот такой вот у нас метод, друзья. Итак, едем дальше. Что я вам хочу еще показать. Если у вас есть сильная крепатура, мышечная боль, вот часто спортсмены на это жалуются, то, что позанимались и крепатура. Как с ней справиться? Друзья, вот у вас есть меридиан печени, меридиан L. Он проходит посередине пальца, и это его духовная точка. Просто отметили зеленым маркером, либо придавили на нее и подержали 30 секунд. И вы уже почувствуете, как крепатура реально уходит. Друзья, сразу же смежная с ним точка показываю. Точка желчного. Она также будет отвечать за крепатуру, за суставы и за связки. Если у вас они перегружены за счет тренировок, либо за счет каких-то физических нагрузок, также взяли, подавили, и вы почувствовали эффект. А ну-ка, спортсмены, напишите, как работает, пробовали. Итак, едем дальше, друзья. Следующая еще точечка наша, это точка также желчного пузыря и печени, друзья. Она находится вот здесь на безымянном. Я ее всегда ставлю дополнительно, так как безымянный пальчик, знаете, он как с него берут и кровь там, да, говорят, он меньше всего работает. Вот на нем всегда я ставлю также дополнительно такую точку, которая поможет вам справляться и с мышечной болью, и также помогать держать ваши суставы и связки полностью здоровыми, и чтобы они там не разрушались, не перегружались. Это реально работает, друзья. В Корее давным-давно уже медициной этой пользуются, только наши врачи это бывает не признают. Но хотя уже есть кто и признает, так как у меня очень много ходят на мои сеансы именно врачи, друзья. И хочу вам еще к завершению показать еще одну точку. Друзья, если вы хотите знать больше, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мои соцсети. Я там рассказываю то, чего не рассказываю в ютубе. Также там я провожу обучение, вся информация по обучению вы можете получить в телеграм-канале. Подписывайтесь на мой паблик и будете знать больше, друзья. Итак, едем дальше. Основная наша схема постановки для всех суставов связок вы ее увидели, друзья. Запомните ее, сохраните, поделитесь с родными и с близкими. Это не имеет никаких противопоказаний, а действует достаточно быстро. И крайняя точка, которую я всегда ставлю, обязательно берем зеленый маркер. Почему? Потому что зеленый цвет нормализации и гармонизации в суджок, поэтому я им и отмечаю. Вот здесь на большом пальчике, друзья, я всегда в конце ставлю вот такую вот точку, либо прорабатываю этот большой палец. Я ставлю иголку своим пациентам, вы можете поставить сюда семечко гречки, к примеру, и либо же вот вы проработали со всеми с этими точками, там по 1,5, по 2 минутки, сколько у вас хватит времени и энергии. И в конце вы взяли большой пальчик, подавили на него вот так хорошо, либо придавили, подержали в голове, то есть зафиксировали, что это центральная нервная система, то есть вы как бы подтверждаете то, что ваш организм настроен и направлен на восстановление всех ваших процессов, которые связаны с суставами и связками, друзья. Вот такая вот наша схема. Обязательно не забывайте про эту точку в конце. Она очень нужна. То есть это ваша центральная нервная система, как бы даете, знаете, сигнал, ваш процессор основной, по которому вы нажали на эту кнопку, и пошел процесс восстановления. Сначала делаем эти точки, потом работаем конкретно с этой, с крайней точкой. Друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайк, надеюсь, вам это видео было полезным. Буду благодарен за любые комментарии, за поддержку. Спасибо большое, всем хорошего настроения, здравия, пока.